Всем привет на моем небольшом канале. Для тех, кто видит меня впервые. Меня зовут Яна, и сейчас я проживаю в Индии, в городе Мумбаи, со своим супругом Халидом и маленькой дочкой Амилией. Сегодня вечером с семьей мы решили отправиться в ручной маркет для того, чтобы купить любимые сладости свекрови и свекра. В общем, приглашаем вас проехаться с нами. Все сладости, которые вы сегодня увидите, они продаются исключительно по ночам, непосредственно тогда, когда в Индии священный мусульманский пост Рамадан. Посмотрите, вот это здание тоже было построено государством взамен трущоб. То есть люди, которые здесь раньше жили в трущобах, их трущобы снесли, и теперь они смогут либо переехать сюда бесплатно, либо купить квартиру по очень-очень выгодной цене. Ну и еще один важный факт и интересный факт. Еще очень важный факт и интересный факт. В таких домах квартиры могут купить не все. То есть, если мы, например, захотим купить там квартиру, нам не получится это сделать. Почему? Потому что нужно получить разрешение правительства. Вы получаете, как, грубо говоря, проходной билет на покупку или там обмен жилья вот именно в этом доме, в таких домах. А вот сейчас мы проезжаем мимо дома Амитаха Баччана. Видите, свет не горит. Сегодня не успею к нему попасть домой. А так хотелось, да, на чай заехать. А это второй дом Амитаха Баччана. И, скорее всего, сегодня он проживает именно здесь. Кстати, для тех, кто его любит, совсем пара фактов. Он начинал свою карьеру как радиоведущий. Женился на своей жене только тогда, когда у нее была уже пик карьеры, а он только-только начинал. Ну и последнее, это его не настоящая фамилия. Он Шривастана, а Баччан – это псевдоним его отца. Его папа был уважаемым поэтом в Индии в свое время. Но про их роман с Рекха я даже говорить не буду. Мне кажется, об этом знают все. И наша поездка не заканчивается, мне кажется, уже без чая. Гуси-гуси, да-да-да, нет-нет-нет. Перевод на водой не пускай дома. Моя ты умничка. А вообще многие из вас мне пишут о том, что у нас не ребенок, а просто ангел. Спасибо вам большое за такие чудесные комментарии. Сейчас у нее очень интересный возраст, ей 3 года. А 3 года этот возраст просто не хотелок, и я знаю, что понимаю, что ребенок выстраивает свои границы и учится быть самостоятельно, отделяется уже от родителей, но иногда это просто невыносимо. Обратите внимание, сколько народу. И когда мы подъехали на машине за сладостями, то владелец этого заведения подбежал к машине, чтобы принять у нас заказ, прям не выходя из машины. Потому что очень много людей, очень много внимания. И вот так вот здесь работает сервис. Всем привет. Dan я аби покусала. Длина у меня фулы. Моя
Солнышко, так ты старалась. Смотрите, какой у меня блогер подрастает. Я специально для вас сохранила как можно больше видео, чтобы вы посмотрели, как вообще готовят эту сладость. Любимая сладость моей свекрови называется мальпуа. Но в принципе мне чем-то напоминает жареный блинчик со сгущенкой. Вон видите, на заднем фоне молодой человек там жарит, выжимает просто тонны литров масла. Это очень вкусно, но очень калорийно. Этот соус очень сильно напоминает сгущенное молоко. Называется оно рабри. Ну там, в принципе, молочное с сахаром тоже очень вкусно. Но, как я и сказала, не очень полезно. Вот как это выглядит, просто миллиард калорий, лепешка со сгущенным молоком. Видите, нам все завернули в термобумагу, то есть мы спокойно доехали домой, и все очень и очень горячее. В общем, все дома счастливы, и слава богу. И еще один любимый десерт нашей семьи – это рабри. Ну вот и все, я надеюсь, что вам понравилось наше небольшое видео, и вы неплохо провели с нами время. Всем большое спасибо за ваши поддержки, лайки, комментарии, подписки. И до новых встреч. Пока-пока.